Вот такой ужин я сегодня сделал. Запеченная в духовке картошка с сыром, тыква и моя версия чили конкани. А если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все покажу сегодня. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Время готовить. И сегодня я решил сделать запеченную в духовке картошку и к этому что-то наподобие соуса на говяжьем фарше, как чили конкани. Это обалденно вкусно. И к этому еще решил запечь кусочки тыквы в духовке. Это все обалденно вкусно, и я люблю это, и у меня семья это любит. А чтобы время не терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Может быть, я вам подкину идею сделать то же самое, почему бы нет. Здесь у меня 4 картошки, у меня семья из 4 человек, и здесь я уже фольгу по размеру все сделал, отрезал. Теперь что я сделал? В первую очередь вилочкой пойду по картошке так. И в то же время у меня духовка уже включена на 180 градусов. И каждую картошку завернем так, чтобы легче было ее разворачивать потом. Потому что мы еще развернем, еще мы потом сыр положим сверху. И еще масло, все вкуснее будет. Так что, когда заворачиваете, смотрите, чтобы вы завернули, и чтобы вам легче было потом открывать. Все я сложил красиво в форму, и все это идет 180 градусов на 1 час, потом мы вытащим, и я покажу, что дальше делать. Так, теперь я беру одну миску. У меня уже можно купить тыкву уже порезанную в пакетах с магазинов, чтобы не заморачиваться чисткой. Так, здесь у меня 2 пакета. Сейчас большие кусочки тыквы мы разрежем поменьше. Примерно так. Примерно такого размера. И все кидаем туда в миску. Потому что некоторые кусочки маленькие, некоторые по размеру, а некоторые здоровые. Так что... Так. Нам сейчас пока не надо. Итак, сюда залью сейчас подсолнечным маслом. Можно растительное масло или оливковое масло, что у вас под рукой. Мне нравится готовить на подсолнечном масле, так как я всегда везде добавляю подсолнечное масло. Это сразу подсолим тоже немножко. И немножко поперчу. Пользуюсь молотым перцем. Так. И теперь мы все это как следует перемешаем. И все это идет в духовку 180 градусов полчаса. Ну, то есть до готовности, потому что у всех духовки разные. Может быть, чуть-чуть поменьше пойдет, может быть, чуть-чуть подольше пойдет. Вот так. 180 градусов, примерно полчаса. Итак, теперь в первую очередь сюда мы нальем на сковородку масло. Включаем газ. И мы добавим сюда теперь говяжий фарш. Я добавляю все на глаз, но количество фарша у меня здесь полкило, 500 грамм. Брикетик мы снимать надо. И пережарить. В данный момент я приправ добавлять сейчас не буду. Нам чуть-чуть надо пережарить фарш, но в то же время пока
Здесь все нагревается. Жарится, мы сейчас порежем лук. Конечно, пока мы там лук нарезаем, не забываем, конечно, помешивать наш фарш, чтобы ничего не пригорело. Я взял 2 средние по размеру луковицы. Так. И здесь же порежу чеснок. Чеснок у меня здесь 7 маленьких головочек. Только сейчас порежем чуть-чуть. Так. Теперь на этом этапе я добавляю сюда лук. Сейчас это пережарится немного, и там мы добавим чеснок. Так, теперь на этом этапе добавляем чеснок. Немножечко пережарим. Как запах чеснока пойдет со сковородки, значит, можно добавить порезанные томаты. Я буду пользоваться порезанными томатами вот в своем соку. Так, запах чеснока пошел, значит, можно добавлять томаты. Так, добавлю приправы теперь. Добавляю сюда молотый перец. Немного подсолим. Но мы еще подсолим, если надо. Смесь итальянских трав. Накроем, пускай пока немножко тушится это у нас. Так, я взял базилик, у меня растет на окне. Сейчас мы порежем это, добавим. У меня перец растет на окне. 1 перец возьмем, добавим. Сейчас я почищу этот перец. Вот так. Сейчас перец порежем. Базилик. И добавим немножко укропа. Так, и это все теперь отправляем на сковородку. Так, пускай это потихонечку у нас тушится, а мы откроем банку фасоли, тоже сюда кинем. Теперь мы добавляем банку фасоли сюда, накроем и пускай потихонечку растушится полчасика. А через полчасика посмотрим, если надо еще соль добавить. А так нарезки все закончились. Пускай это у нас потихонечку тушится. Итак, картошка у меня была в духовке 1 час при 180 градусах. Теперь аккуратненько откроем каждую картошку. Если вы помните, я вам сказал, что заворачивайте, будьте осторожны, сделать так, чтобы легко было разворачивать. И будьте осторожны, потому что очень-очень горячо здесь. Так, теперь каждую картошку порежем пополам ножом. Но будьте аккуратны, потому что очень горячо здесь. И теперь в щель каждую картошку мы поставим масло. Вот так.
И теперь у меня здесь тертый сыр, и еще тертым сыром пройдемся. Да, побольше в щель, чтобы попало. Так, и обратно ее в духовку на 15 минут. Итак, картошка у меня была еще 15 минут. И посмотрите, как красиво сыр запекся. Красивый такой румяный цвет. То, что и надо. Теперь в качестве оформления на тарелку я возьму одну картофелину. Будьте очень осторожны, только потому что это очень-очень горячо здесь. Масло, которое там у вас оставалось на донышке фольги, все это на картошку можно вылить. Так. И теперь мы сюда добавим мой чили конкани, что я сделал. Можно на картошку, а я предпочитаю сбоку положить. Вот так. И, конечно, немножко же мы украсим тоже. Немножко зелени так положим сверху. Вот такой результат получился. Аппетитный. Делается очень легко, как вы видите. Но в то же время это обалденно вкусно. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей для ужина. Это запеченная в духовке картошка. Запекал я в течение часа при 180 градусах. Потом я вытащил, добавил еще масло и сыр. Еще 15 минут держал в духовке. И к этому я в духовке испек кусочки тыквы, которые испекались полчаса. Тоже обалденно вкусно получилось. И к этому я сделал основное блюдо, как это чили конкани, моя версия. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое, почему бы и нет. А на этой аппетитной ночи хотел с вами попрощаться. Моя семья садится за ужин. А вам хочу пожелать самого наилучшего, крепкого всем здоровья, мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.